в России очень чувствуется, что есть культура, есть история, есть люди. Мне нравится, что в России не забивают там историю. Камеры есть везде, ничего плохого не может случиться к тебе, и никто не знает. Здорово, дорогие друзья! Мы постоянно слушаем, что в России все плохо, что очень низкий уровень жизни, но в этом ролике мы вам расскажем нашу точку зрения. Кстати, мы уже 5 лет прожили в России. Давайте, поехали! Меня зовут Эпан Зехе, я сегодня с вами Эсуа Фиделис. Давайте начинаем первый пункт, почему мы думаем, что в России не так плохо живется. Это общественный транспорт. Я лично в России считаю, что есть очень хорошая организация общественный транспорт. Потому что я все эти 5 лет живу, мне не нужна была машина. Если я хочу куда-то ехать, есть всегда автобус, который едет туда. Я использую такси или машину, когда я опаздываю, или просто когда есть возможность использовать. Ну а так, в любое направление, в университет ехать, на работу ехать, всегда есть такси, автобус или троллейбус, который едет, куда мне нужно было ехать. Да, и тоже, я тоже думаю, это правда, потому что есть различные способы добраться куда хочешь. Например, чтобы ехать в институт, я смог либо на автобусе, который 88, например, в Москве, ехал там 30 минут примерно до института. Да. Еще на метро можно добраться до института. Еще даже трамвай, это значит, когда я стою, иногда мне нужно выбрать, как я буду добраться до института. И это очень круто, что даже иногда, когда трамвай на ремонт, там можно ехать на автобусе, или когда метро на ремонт, есть какие-то автобусы, которые сделаны или организованы, чтобы добраться куда нужно. Вот. Это очень удобно, хорошо даже. Да. Следующий – это общественные инфраструктуры. Например, леса, парки. Особенно парки. В Москве очень хорошие, большие парки, леса. У меня рядом с домом был Алюшкинский лес, там можно гулять вечером, днем. Вообще прямо хороший лес. И это даже воздух помогает, чтобы ты чувствуешь, что ты не просто в городе, и там прямо хорошая атмосфера, еще другие парки, леса. Вообще по картам Москвы иногда я хожу, сегодня я на севере, я хожу сюда, я буду гулять в этом лесу в другое время, другой лес или другой парк. Очень удобно и хорошее место для отдыха. И это еще не что. Мы здесь берем детские площадки. Почти в каждом доме есть детские площадки, где дети могут играть, могут посидеть, могут общаться. Это очень-очень удобно. Я помню, когда в детстве у нас даже не было площадки, где играть. Мы играли на камни на дороге, где машины едут. Но здесь для детей все сделано. Лишь бы все было безопасно и хорошо. Это очень-очень хорошо. Да, и тоже спортивные площадки. Я иногда вообще думаю, зачем там ходить в зал, когда там есть площадки, где можно там играть, как-то качаться. Да. Мужчины, даже женщины, все могут туда когда свободно там ходить, гулять, отдыхать, заниматься спортом для здоровья. Это очень круто. И это еще не все. Да, еще есть чистота и порядок. Например, они дороги моют летом, когда весной, видишь, когда весной заканчивается, июнь начинается, весь дороги моют, снег чистит по дороге. И даже осень, когда листья падают, люди ходят, чистят дороги, играют в листья. Это вообще красота. Я не вижу страна, где такие вещи делают постоянно, регулярно, практически везде. Да. И иногда даже, когда очень холодно, я иногда думаю, как им сложно там работать. Холодно, там машины какие-то ходят по краям улицы, чтобы забрать снег. И там чистить пищевой, где люди ходят, там это очень прямо здорово и хорошо для людей. Да? А я уважаю такие люди, которые работают, такие дворники. Они работают в этот холод, я даже не представляю. Это вообще отлично. Я думаю, что в нашей стране люди бы таким работать не пошли бы. Очень хорошо. И следующий пункт – это интернет.
В России имеет один из самых лучших интернетов в мире. У меня есть знакомый, который живет в Лондоне. Интернет там дорого. А в России безлимитный интернет 500 рублей в месяц. Тут есть безлимитный интернет. На остановке есть бесплатный интернет. В метро есть бесплатный интернет. Это очень-очень удобно. Можно в любое место, в любое время использовать интернет, даже бесплатно. Да, и тоже в метро тоже есть бесплатный Wi-Fi. Даже иногда в какие-то районы в Москве, я иногда, когда я только что приехал в Москву, я вообще тогда было сложно, я всегда использовал интернет в метро и мост интернет, там Wi-Fi очень хорошо работал, все даже до сих пор работает. Так что интернет очень удобный, быстрый, дешевый даже, и это хорошо, чтобы работать, чтобы искать, учиться и много чего узнавать. Так что мне очень нравится это. И это не все. Еще есть, например, порталы как госуслуги, к врачу, где можно просто очень легко подавать документы в администрацию или записаться, чтобы не приехать туда и ждать без очередь. Ты записался в интернете, ты пришел, ты просто тебя уже встречают, потому что это очень удобно. Это очень удобно для простых граждан, которые для них время очень важно. Да. И еще другие компании, как Яндекс и Сбербанк, например, такси, например. И можно заказать такси, очень удобно, всегда хорошо работает. Иногда, когда ты даже спешишься, можно там delivery сделать. Вообще очень... И сервис развивается, такие сервисы, которые очень... такие компании, сервисы, которые помогают реально, чтобы жизнь была полегче, да. Для нас это очень важно, потому что когда ты жил, где такие вещи нету. Если тебе нужно купить что-то, тебе нужно ходить в магазин сам. Если тебе нужно куда-то ехать, тебе нужно ждать целую очередь. Там интернет нету. Просто делать жизнь удобнее. Когда есть такие услуги, которые можно в любом месте, в любой точке, в любое время можно воспользоваться. Да. Тоже про интернет и сервисы есть магазины, да. Они закрываются поздно, там в 11, даже работают в субботу, там иногда Wildberries. Они работают всегда, я иногда не понимаю, там торговые центры всегда открыто. Но в моей стране там в воскресенье и субботу вечером все закрыто. Это значит, надо заранее все планировать, чтобы успеть купить что нужно, даже продукты, и все это реально очень удобно, чтобы вообще жить. Да. А следующий пункт – это безопасность. В России, я не знаю, почему говорят, что небезопасно, но смотри, у меня руки замечались, палец не хватает, потому что у меня бандиты пришли дома, и меня это сделали прямо в нашем доме. Я не гулял никуда, а в России можно гулять ночью поздно. Даже никто тебе ничего не сделает плохого. Если у тебя нет какой-нибудь проблемы с кем-то, ты можешь гулять в любое место, в любое время. У тебя камеры есть везде, ничего плохого не может случиться к тебе, и никто не знает. Поэтому это очень-очень безопасно. В нашей стране, не только в нашей стране, в многих странах такие возможности нет. Очень-очень безопасно. Невозможно гулять ночью. Да. Даже за 8-9 уже совсем поздно. Даже родители уже звонят, переживают. Но в России метро закрывается там ночью 1 час. Я иногда даже пешком от метро там добираюсь спокойно, даже гулять ночью. Мне нравится в центре Москвы, там какие свети, вот такой другой атмосфера, спокойно, очень круто, очень удобно там гулять. И все безопасно. Я не помню, когда у меня у меня вообще никогда не было, что я боялся, что у меня что-то случится ночью из-за того, что я гулял или ходил, вернулся поздно домой. Следующий пункт – это медицина. Мы в России говорят, что медицина есть, я говорю, что бесплатно есть. Но люди говорят, что бесплатно, но медленно, некачественно. Вы знаете, сколько людей живут в этом мире вообще без доступа к медицине? В России хотя бы медицина есть. Можно идти, можно ждать, но я лично воспользовался медициной. Я
записался, пошел, меня законсультировали, от меня не отказывали, хотя я даже иностранец. Понимаете, насколько? И тоже, даже в институте, или те, которые работают, есть медицинские осмотры, которые бесплатно каждый год. Это значит, ты я сделал тест крови, сдал, там легкие, еще разные тесты, которые очень здорово, что человек каждый год хотя бы может узнавать или что-то, может быть, у него ВИЧ или какие-то инфекции, он не знал. Но эти бесплатные осмотры, которые практически каждый год и бесплатно помогают, и очень здорово. Я никогда раньше не сдавал такие тесты, только когда, может, поступил в институт или когда-то. Но есть возможность каждый год там сделать медицинские осмотры и бесплатно при этом. Да? Следующее – это культура, язык и история. В России очень чувствуется, что есть культура, есть история, есть люди. И такие теплые прямо по душам, как иногда говорится, что такая прямо чувствуется русскую душу. Например, поэты, например. Я здесь вообще первый раз в жизни так влюбился в поэты, потому что здесь там Пушкин, Достоевский, Маяковский, разные писатели, и прямо люди им уважают, и там их работы читают, и мне вообще очень приятно, что так развита там культура. Да, и это и тоже есть, когда ты ходишь, гуляешь по парку, там есть монументы, есть где поставили человек, историю человека написано, есть музей, куда можно ходить, потрогать, почувствовать историю. Есть этот связь с историей есть. Это есть везде. Музей техники, музей Победы, национальный музей, очень разные, многие музеи, которые в многих городах в мире нет, просто нет. А здесь в каждый город есть музей, где можно ходить и просто посмотреть, ходить, почувствовать историю и связь. Да, и язык тоже очень хороший язык, я бы сказал, потому что с английским иногда не точно говорит. Это значит, чтобы передать смысл, надо 100 слова использовать. Но на русском можно одним словом все четко описать, как ты чувствуешь. И это очень хорошо. И через язык ты еще больше чувствуешь там культуру, читаешь про революцию. Еще мне нравится, что в России не забивают там историю, там пишут именно Ленина, именно Сталина, и там везде там написано даже институт, названия такие упоминание человека, или даже Менделеевский университет, еще дороги. Дороги тоже имеют название людей, не просто так называют, просто так. Это очень важно. Тоже связи языка. Даже в школе они преподают свои родные языки. Например, когда жил в Башкортостане, там в школе есть предмет, называется башкирский язык. Это народный язык. А у нас в нашей стране у нас нет такого в школе. Мы учимся на английском и на французском. Наши предметы преподаются на английском и на французском. А где наши национальные языки, где? И поэтому я даже свой родной язык не знаю. Да. Как и родители говорят на английском, так и учатся на английском, и до сих пор говорят на английском. Даже свой родной язык, потому что не учили в школе, а здесь есть связь. Даже люди, которые не знают, это потому что просто не ценят, но можно в школе даже учить. А если бы я мог учить свой родной язык в школе, я, наверное, бы хорошо учил этот язык. Да, с удовольствием, чтобы развивать культуру и там родной язык, чтобы не потерять как-то из-за того, что все говорят на английском и на французском. Да, поэтому это очень важно, сохранять свой язык, сохранять свою идентичность, и сохранять свою связь, свою культуру и свой язык. Да. И следующий пункт – это образование. В России я считаю, что образование бесплатно. Хотя люди говорят, думают, что нет, не совсем не бесплатно. Но с моей точки зрения, например, я поступил в университет на бюджете, потому что я хорошо учился. Я весь эти 5 лет учился на бюджете. Мне еще из-за этого платили стипендию. И в моем группе россияне учились со мной, и почти 80, даже не 90% них учились на бюджете. Поступили на бюджет в первый курс,
учились до конца обучения на бюджете. Те, кто потеряли свое бюджетное место, потому что они плохо учились. Но возможности есть учиться на бюджете. Да, и еще я помню, когда я поступил в Россию учиться, было различные направления. Даже друзья, которые учились на врача, на технологии, нанотехнологии, айтичные сферы, вообще все возможности. Например, в Камеруне невозможно было поступить или учиться на авиастроении. Но в России такая специальность есть, и даже в разных городах. Так что очень разные направления для всех, которые хотят вообще учить, что им нравится. И даже если ты плохо учишься, ты не можешь поступить в то направление, которое ты хочешь. Твоя оценка, ты всегда можешь найти направление, куда можно идти, и там учиться бесплатно, то есть на бюджете. Я знаю знакомых, которые сдали ЕГЭ, не хорошая оценка, не мог поступить в медицинский, но зато он поступил в архитектуру на бюджете. Поэтому нужно просто понять и искать те же места. И они есть каждый год. Бюджетные места открываются по каждому направлению, в каждом университете, в каждый город. Поэтому можно и бесплатно учиться. Следующее – это люди и красота. Я считаю, что в России люди очень хорошие. Доброжелательные, они честные, они не обманывают. Они тебе говорят, как есть правда в лицо. Не вокруг, не крутят вокруг точку. Как не так много стран. Люди очень доброжелательные, очень гостеприимные. Например, меня постоянно приглашали. Каждый Новый год меня друзья пригласили. Новый год праздновать. Стол накрыли, поют, танцуют. Это вообще красота, это вообще круто. Не во все страны люди такие доброжелательные и гостеприимные. Да, еще девушки очень красивые, конечно. Еще последнее, это что есть много возможностей там побывать где-то. Это значит, Россия такая большая, и есть разные районы, там, области. Например, я был там в Ростов-на-Дону, там чувствуется еще какой-то другой атмосфера, там люди еще как-то помедленнее, но еще ты в России, это значит, ты еще в России, ну, какое-то совсем другое чувство, да. И еще можно, друзья у меня были в Мурманск, там, северные были, они еще там, я тоже был в Крыму, там очень теплые, там море, даже гора, очень круто, что в одной стране можно там путешествовать, есть еще разный опыт, там разговаривать с людьми, и там еда тоже чуть-чуть другой, все реально очень круто, очень классно так. И вот все, что у нас будет для вас в этом ролике. Пишите в комментарии ваши точки зрения. Мы будем очень рады посмотреть, почитать и с вами общаться. Если вам понравились эти ролики и хотите посмотреть другие, нажмите здесь. Чтобы не пропустить следующие ролики, подпишитесь. До скорой встречи. Пока.